Дорогие друзья, сегодня мы сделаем с вами общий расклад и поговорим с вашим мужчиной, что же он хочет вам сказать, что же у него в мыслях, в чувствах по отношению к вам, и посмотрим, что он собирается делать. Будет 4 позиции. Первая, вторая, третья, четвертая. Закатывайте своих мужчин и давайте смотреть. Итак, первая позиция. Ну, здесь человек вас любит, здесь все прекрасно. Что у него в мыслях по отношению к вам, о чем он думает? Знаете, он думает о семье. Он думает о том, что вы настолько подходите друг к другу. Да, карта солнышко, карта десятка кубков – это семья, семья, в которой есть дети. Причем здесь семья правильная, это законный брак, да, семья, которая создана по всем законам, с благословения родителей, с желанием обоих партнеров быть вместе. Здесь действительно человек вас искренне любит и хочет быть рядом с вами. В чувствах у него что на данный момент? Смотрите, ну, ему легко. Ему легко с вами, он не ощущает никакого дискомфорта. Но, смотрите, в настоящий момент есть какая-то закрытость. Возможно, была ссора, но все равно настроен на примирение. Возможно, есть какие-то моменты и недопонимания, которые вызывают трудности, но тем не менее человек относится к ним достаточно легко, потому что знает, что здесь будет примирение, будет воссоединение. Те недомолвки, которые существуют между вами, те разногласия, они всего лишь временные. Это может быть непомытая чашка, это может быть абсолютно что угодно, неполитые цветы, ерунда, на которую не стоит обращать внимание. В целом здесь все прекрасно, здесь желание быть с вами ближе и идти с вами дальше. Что он делать будет по отношению к вам? Он думает о том, как идти дальше. Дело в том, что здесь, несмотря на сильные чувства и на желание развивать ваши отношения дальше, та ситуация, которая у него сейчас есть, его не совсем устраивает. И он ищет подходящие варианты, он взвешивает все за и против. И он готовится к трансформации. Что он хочет оставить? Что он хочет оставить? Какие перемены нужно сделать? Что он оставит? Вы знаете, хочет оставить какую-то эмоциональность, которая мешает. А к чему придет? Придет к тому, что здесь будет небольшое такое затишье между вами. Здесь, возможно, нужно дать вот этим эмоциям, которые вас захлестывают обоим, несколько улечься. Здесь человек осознает, что все решения должны приниматься не на эмоциях, а с холодной головой. И для того, чтобы сейчас принять верное решение, он может взять некоторую паузу, да, для того, чтобы чувства, эмоции остыли, немножечко улеглись, и решение было принято верно. Возможно, то, что между вами навеяно какими-то вот недопониманиями и разногласиями, которые существуют в настоящий момент. Но чем же здесь все завершится? Так, ну здесь будет какое-то выяснение отношений, будет наблюдать за вами. Разрушится что-то старое. Да. Придете к стабильности. Вот он, король пентаклей, тот человек, который хочет обрести стабильность, в первую очередь финансовую, в первую очередь заработать такое достаточное состояние для того, чтобы дать вам возможность идти дальше, ни в чем не нуждаться, свои какие-то желания реализовывать. Здесь нужно помнить, что между вами в первую очередь любовь и желание быть вместе. Несмотря на те разногласия, которые между вами существуют, человек хочет идти с вами дальше, и даже небольшая пауза, которая есть в отношениях сейчас, какое-то вот небольшое такое охлаждение, оно не должно вас беспокоить, потому что человек настроен на продолжение с вами таких серьезных, крепких отношений. Благодарю вас, первая позиция. Идем ко второй. Что у нас во второй позиции? Здесь тоже любовь. Прекрасная карта солнышко. Человеку вы дороги, человек вас любит, человеку вы приносите счастье, вы его согреваете. О чем он думает?
О чем он думает? Думает о том, что нужно оставить какие-то трудности позади. Думает о том, что нужно вам больше взаимодействовать. Возможно, ждет вашей помощи или поддержки, либо ждет, хочет оказать поддержку вам. Да, смотрите, король мечей – это решительность. Здесь он примет какое-то решение. Здесь он примет какое-то решение, которое позволит вам идти дальше. Что чувствует? Тоже закрывается в настоящий момент, да, погружается в себя. Почему-то обижается. А почему обижается? Случились какие-то перемены, его расстраивает какая-то ситуация, которая между вами поменялась. Возможно, изменились какие-то обстоятельства, возможно, вы находитесь на расстоянии, на дистанции, и он вот эту дистанцию хочет сократить. Он считает, что здесь должно быть обоюдное ваше согласие, обоюдное ваше желание к тому, чтобы что-то менять. Но большей частью он будет здесь действовать сам, он думает об этом. Что будет делать? Вы знаете, возможно, он попросит помощи или совета у какой-то женщины. Эта женщина может быть старая его знакомая. У многих даже отыграется, что это его бывшая жена, бывшая его женщина. И для того, чтобы какие-то проблемы помогла она ему решить, какие-то советы дала мудрые, как-то подсказала, он к ней обратится за советом либо за помощью. Потому как есть некоторые моменты, которые его тревожат, беспокоят и огорчают. У самого не получается справиться, поэтому обратиться за помощью к третьему лицу. Чем у вас ситуация завершится? Карта «Мир». Здесь прекрасная карта, которая сулит переход на новый уровень. Какой-то этап отношений завершается, и вы приходите во что-то новое. Если вы долго дружили, то вы выходите на этап романтических отношений. Если вы долго встречались, то здесь будет сделано предложение о совместном проживании, предложение руки и сердца, предложение двигаться дальше. Это однозначно новый этап ваших отношений. Здесь вас любят, не переживайте. Все, что творится между вами, каким бы сейчас неутешительным, печальным оно не было, не должно вас волновать и расстраивать, потому что здесь человек вас тоже любит. Третья позиция. Ваша встреча судьбоносная. Вы друг для друга являетесь таким достаточно серьезным испытанием. Карта «Крест». О чем же думает человек? Карта «Звезда». Но у него на вас долгосрочные планы. Он считает, да, вы должны двигаться дальше. Если вы на расстоянии, однозначно будет встреча, думает о встрече. Однозначно. Думает, решает, возможно, не скоро, тройка жезлов, но человек думает, как лучше поступить. Человек не хочет рубить с плеча, принимать каких-то необдуманных поступков, взвешивает все за и против, но однозначно думает о длительных, серьезных отношениях с вами и о том, что нужно встретиться и двигаться дальше. Что чувствует? Ваши чувства взаимны. Все, что вы чувствуете к человеку, он испытывает по отношению к вам в ответ. Не всегда это проявляет, не может проявить эти чувства, потому что, посмотрите, что это у нас сегодня все такие обиженные, обижается, хочет что-то прояснить, здесь может отыгрываться ревность, здесь может отыгрываться какая-то обида, вот эти ограничения, которые не позволяют человеку свои чувства выразить в полной мере. Что же он будет делать? Вы знаете, тем не менее, вот как бы обижен он ни был, он чувства свои все-таки проявит, он чувства свои покажет. Но здесь знаете, как может быть? Он придет и сначала вас за что-то отругает, да, то есть выразит свою позицию. Вот я считаю, что ты здесь не права, и вот здесь ты не права. Но потом, отчитав, отругав вас, он вас пожалеет, и он даст вам ту стабильность, которую вы ожидаете. Также смотрите,
будет здесь предложение какое-то. У многих отыграется, что руки и сердце, либо предложение о переезде, поскольку у нас карта колесница. Что-то интересное вам предложит человек, но здесь вы должны будете играть по его правилам. Здесь он не приемлет того, чтобы вы им каким-то образом командовали, манипулировали. Здесь командует он, да, вот король пентаклей. Он четко стоит на своей позиции, он четко стоит на своем. Чем у вас все закончится, завершится? Королева кубков. Здесь любовь, чувства, эмоции. Что это? Это вы или это кто-то другой? Очень часто фигурные карты. Нет, это скорее всего вы, и это ваше благополучие рядом с этим человеком. У многих отыграется беременность, у многих отыграется то, что ждали и дождались. Поэтому здесь тоже шансы очень хорошие, но здесь знайте, что будет так, как говорит мужчина, иначе не будет никак. Здесь лучше с ним соглашаться. И да, несмотря на то, что достаточно сложные такие тяжелые отношения, шанс на счастливое будущее они у вас имеют. Третья позиция. Но здесь у нас верный товарищ. В первую очередь воспринимает он вас как друга своего, в первую очередь вы ему соратник, в первую очередь вы ему близкий человек, который может обеспечить его тыл. Здесь об изменах, как правило, не может быть и речи, если собака выпадает. О чем думает ваш человек? Вы знаете, почему-то уходит от чувств. Сложно ему сделать какой-то выбор, потому что боится перемен. Смотрите, здесь человек от своих чувств отстраняется, потому что боится менять ту стабильность, которая у него есть сейчас. Он боится что-то изменить, он боится сделать неверный шаг, он боится сделать неверный выбор. Вот эти страхи, скорее всего, навеянные чем-то прошлым, какими-то неприятными моментами из прошлого. Что чувствует по отношению к вам? Ревность. Поставил чувства на паузу, потому что ревнует, ему тяжело. Вы знаете, здесь, скорее всего, друзья отыграются. Скорее всего, вы в дружеских отношениях, и человек от своих чувств отстраняется. Он боится дать волю чувствам, потому что боится оказаться в неправильной ситуации. Возможно, он не хочет терять такого замечательного друга, как вы. Боится, что если вы вступите в стадию романтических отношений, что-то пойдет не так. И тех прежних дружеских отношений уже не вернуть. Поэтому ему тяжело, поэтому присутствует ревность, и поэтому свои чувства он ставит на паузу. Чувства здесь однозначно есть, и чувства в первую очередь здесь влюбленность и ревность. И ревность здесь такая прям дикая. А что же он будет делать? Здесь будут перемены. Да. Здесь, скорее всего, чувства победят. Да, совершенно верно, король кубков. Он поддастся импульсам. Здесь здравый смысл уйдет на второй план. Здесь на первый план выйдут чувства. И что же у вас будет с ним в итоге? Пятерка мечей. Но вы знаете, может отыграться ссора, какое-то выяснение отношений. Почему? Потому что то, что он вам предложит, вас может не устроить. А как избежать этой ссоры? Есть вообще способ избежать? Да, здесь нужно поставить цель, здесь нужно понимать, ради чего вы вместе, ради чего вы вообще продолжаете ваши отношения. Если вы последуете совету, что будет, чем все закончится? Ну, примирением, да, здесь любовь, здесь романтика. Возможно, смотрите, возможно, человек изначально вас воспринимал как друга и уходил от своих чувств и эмоций, но здесь они все-таки возьмут верх. Изначально отношения будут достаточно легкими, если вы пойдете на его условия, если вы поймете, ради чего они вам нужны. Но здесь у вас тоже есть шанс выйти из френд-зоны и стать парой. Но здесь опять же пара будет на его условиях. Здесь будет так, как говорит вам он. Благодарю всех за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, у кого как отыгрались ваши позиции. Подписывайтесь, буду рада вашей обратной связи.